Друзья, всем привет! Не знаю, как вы по мне, а я лично по вам и по работе в мастерской соскучилась уже. И сегодня я начну делать обещанный в прошлом видео про мангал 3 в одном ЧПУ станок. Если вы не смотрели то видео, то ссылочку оставлю вот тут. А также озвучу условия грядущего розыгрыша по случаю 100 тысяч подписчиков на моем канале. Не пропустите! Но давайте обо всем по порядку. Когда я делала гриндер и вырезала от руки плазмой сложные детали, я поняла, капитан очевидность, что это не очень быстро, не очень удобно и не очень аккуратно. И поэтому задумалась о том, как бы можно было этот процесс упростить и ускорить. И, погуглив эту тему, задумалась о некоем копире, то есть устройстве для вырезания по шаблонам, так как на ЧПУ замахнуться я не решалась. Но хочешь верь в судьбу, хочешь не верь после этого, но я так или иначе к этому пришла. А после того, как мне написал мой подписчик Александр, который занимается строительством ЧПУ станков, с предложением прислать мне некоторые комплектующие. Ну, и как вы понимаете, я просто не смогла отказаться от такого предложения. Давайте посмотрим, что он мне прислал. Тут есть провода, гибкие кабель-каналы, плазматрон, вертикальная ось Z, пара шаговых двигателей, шкивы и сам блок управления, контроллер. Я начала изучать эту тему ЧПУ подробнее, и тут мозг мой начал закипать, и в один прекрасный момент просто отказался воспринимать информацию, потому что ее много, она новая для меня, тут куча нюансов, и с электроникой я вообще еще не сталкивалась. А выучить всю информацию просто вот так вот. 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 Я не могу. А если ты, как и я, любишь вкусный пирог, но не можешь съесть его весь сразу, порежь его на куски и начинай есть один за другим, поступательно. Так усваивается лучше. Так вот, у меня кусков будет минимум 2. Для начала я соберу механическую часть, а потом приступлю к более плотному освоению электроники и программные составляющие, такое как калибровка и настройка датчиков, написание управляющего кода. Одним словом, чтобы станок понимал, что я от него хочу, где начинать резать, с какой скоростью и в какую сторону ему двигаться. Но пока это все еще для меня дремучий лес, так что давайте все, как я люблю. Начнем уже делать.
Что ж, друзья, каркас станка на данный момент готов. После того, как он уже был перевернут, замерила диагональ. Диагонали ровные, просто идеально в нули. Стоит заметить, что профиль я искала специально ровный, то есть труба ровная. Это было непросто, но я его нашла. В чем вся соль? Выяснилось, что вот здесь вот от середины после проварки трубу немножечко изогнула вот так вот равномерно с обеих сторон. Если профиль ровный, вот я кладу, прижимаю, то с той стороны образуется зазор в 3 мм. И теперь предлагаю устроить мозговой штурм и порассуждать, почему же это случилось, не проваривать же было нельзя совсем, и как этого избежать, что с этим теперь лучше делать. Мое предположение таково, что, возможно, мне стоило прижать большим количеством струбцин профиль, потому что стол у меня сварочной поверхности его меньше, чем длина вот этого профиля, и я поэтому прижала только 2. Может быть, стоило прижать, там, не знаю, 6 струбцинами, к примеру. Господа, именно профессиональные сварщики, кто занимается сваркой металлоконструкций, подскажите, это помогло бы, или, может быть, есть какое-то другое, более эффективное решение. Но, как говорится, история не любит сослагательных наклонений, поэтому что было бы, если бы, мы опускаем и переходим к тому, что делать теперь с тем, что есть. А что делать? Муравку приделать, что делать? Я видела, не помню, где-то в интернете когда-то такой способ выпрямления, что можно вот здесь посередине уже утянутую, изогнутую трубу проварить с обратной стороны, либо, может быть, параллельно тем швам, так, чтобы скомпенсировать вот этот прогиб, и труба выпрямилась. Но фишка в чем? Что у меня 2 таких поверхности, которые сейчас изогнуты одинаково. А после того, как я проварю, даже если будет тепловложение одинаковое и швы одинаковой длины, совсем не факт, что их изогнет одинаково. И весь стол у меня не перекособочится вот так, что мне придется его порезать к херам собачьим, сдать в тюрмет, купить новый металл и варить новый стол, новый каркас. Мне бы этого очень не хотелось, поэтому я думаю, что этот вариант не для меня. Но, опять же, подскажите мне на будущее, для общего развития, вообще имеет ли этот вариант право на жизнь? Я все-таки склоняюсь к варианту не выравнивать то, что есть уже сейчас, чтобы не натворить еще больше делов, а скомпенсировать вот эту разницу, положив между трубой и профилем направляйки, допустим, там 3 мм подкладочку с той и с этой стороны, ну, либо 1,5 мм с 2 сторон на каждой трубе, и прикрутить профиль так. Профи, подскажите, это правильно или есть какой-то у вас лайфхак? Ну что ж, профиль у меня алюминиевый, сечение 60×60, он специальный, хитрый такой, для ЧПУ станков. И моя задача сейчас его прикрутить к трубе, причем прикрутить так, чтобы обе части были максимально параллельны. Что ж, ребят, я думаю, для многих из вас не секрет, как суров женский шопинг и как быстро иногда растут аппетиты. Я вас уверяю, то же самое касается и станков. Дело в том, что изначально я планировала сделать станок с рабочим полем 1,5 метра. Ну, так как, в принципе, я не планировала вырезать какие-то крупные детали. Но так как я это делаю первый раз, я решила перестраховаться и взять профиль чуть-чуть с запасом по длине. А он режется кратно полуметру, и поэтому мне пришел профиль 1,5 на 2. Ну и я, недолго подумав, решила сделать станок с рабочим полем 1,5 на 2, ну, на 1,85 м, образно говоря. Поэтому я собрала сию инсталляцию, чтобы понять, как мне теперь это все сочленить, потому что нормальные люди делают как? Они располагают вот этот профиль под этим, чтобы грани их совпали, и тут крепится все на прямую пластину, к ней же крепится там и двигатель.
А мне теперь нужно немножечко симпровизировать и придумать что-то вот некое вот такое крепление, и подумать, как это сделать так, чтобы они были одинаковы с двух сторон. Так что я запаслась плюшками похомячить, чайком, и сейчас пойду проектировать. Итак, друзья, представляю вашему вниманию инсталляцию номер 2. Я понимаю, что многие из вас подумали, что делать такой кронштейн сварным еще из алюминия, ну, то себе занятие. Но я попробую по той причине, что алюминий легче, чтобы облегчить станок, и меньше была нагрузка на двигатели. Ну, план Б, если вдруг поведет плоскости, то можно будет зажать во фрезерном и одну плоскость фрезернуть, чтобы они стали параллельны. На всякий случай. Встал опять же вопрос, где найти такой кусок алюминия, потому что покупать целый лист, он будет стоить просто космос, и он мне целый не нужен такой толщины. Найти какой-нибудь кусок где-нибудь на рынке, неизвестно из чего он будет, сварится ли вообще, и где его найти, ровный вопрос. Я нашла вот такую вот ширину, шириной 10 сантиметров и толщиной 8 миллиметров. Она марки AD31T1. То есть в составе есть и магний, и кремний. Я почитала, что сваривается он нормально и довольно прочный. Но были вопросы, какую присадку лучше использовать. Поэтому, Вань Тектул, тебе привет и спасибо за сенсейские советы. Сейчас я ими и воспользуюсь. Варить буду на педали, чтобы регулировать ток. Так что ток на максимум, 210 по встречной. Да, и совсем забыла сказать, предварительно деталь надо прогреть. Друзья, вы не представляете, насколько я сейчас рада, что все получилось и вот так вот легко приводится в движение, без каких-либо лишних усилий. Изначально, когда я вот это вот все планировала, до конца не верила, что все-таки у меня получится с первого раза и не придется прибегать к плану Б и фрезеровать вот эти вот поверхности. Но я очень рада, что все получилось. Что же касается самой вот этой вот конструкции, то, конечно же, так делать не стоит. Надо делать прямое крепление для максимальной прочности, жесткости, ровности и так далее. Я так сделала для того, чтобы сюда входил 1,5-метровый лист, потому что металл продается либо метровыми в ширину, либо 1,5-метровыми листами. Поэтому у меня внутреннее рабочее поле 1,5 метра плюс по 1,5 сантиметра зазор на каждую сторону. Потому что женщина я домовитая, и отходов должно быть по минимуму. Что же касается самой обварки, то я понимаю, что алюминий ведет очень сильно, и поэтому старалась перебдеть, и после проварки каждого шва остужала деталь, примеряла ее, смотрела, куда ее поведет, в какую сторону, и потом перед обваркой следующего старалась это скомпенсировать, то есть либо подкладывала побольше подкладок, чтобы поджать, либо наоборот поменьше и прижимала посильнее. Ну и, как мы видим, это дало свои плоды, чему я несказанно рада. Так что одной маленькой победы в моей копилке больше, но пора ехать дальше.
Короче, ребят, у меня тут дилемма небольшая. Так как я хотела сделать изначально, не получается. Поэтому надо будет сейчас все сделать немножечко по-другому. Сижу вот и думаю, как бы сюда двигатель вот этот вот примастырить. Какое сделать для нее крепление. Так что, наверное, сейчас придется вырезать новый уголок. А этот пойдет на ту сторону, по диагонали. Кстати, друзья, у меня появилась отличная обновка, о которой я давно мечтала. И теперь вся оснастка для токарного, фрезерного и сверлильного у меня в одном месте в чистоте и порядке, от чего я просто в восторге. И, кстати, тумбочка не фабричная. Александр делает их в качестве хобби в своей мастерской. Вот такие тумбочки и верстаки. Так что это практически хендмейд. И, кстати, у этой тумбочки есть абсолютная близняшка, даже такого же цвета. Так что, ребят, кому актуально, ссылочку и контакты Александра оставлю в описании. Вот так вот тряпку часами иногда чешу. Ну что, привод оси X почти готов, но к самой оси X я его еще пока не подключала. Хочу сейчас пока подключить двигатель и посмотреть, что из этого получится. Так, в общем, я проконсультировалась с подписчиком, кто прислал мне этот контроллер. В принципе, как оказалось, тут нет ничего такого страшного и сложного. Вот это блок питания. Здесь 3 драйвера для каждого из двигателя, каждой оси. И установить управляющая плата, и установить, какой из двигателей какую ось приводит в движение, можно, отследив вот по этим проводкам. Здесь X, Y и Z. И я уже опытным путем вычислила, что вот это вот ось X. Поэтому вот сюда сейчас надо будет подключить те проводулечки. Подключила пока все по колхозному, просто чтобы попробовать. Итак, пробуем.
Ну что ж, друзья, ремни я натянула, подсоединила. Теперь самое время проверить, как все движется. Ура! Все движется равномерно, без закусываний, без заклиниваний, но медленно. Это потому, что в этом режиме быстрее скорость, регулировать ее невозможно, она ограничивается программно. Но когда все будет подключено уже окончательно и собрано, то максимальная скорость станка будет 50 мм в секунду. Но это не точно. А в следующем видео я займусь уже тем, что дособеру ось Y, ось Z, подключу источник плазмы, проведу электрику, ну и буду разбираться с софтом. Что ж, еще много предстоит сделать, но даже уже на этом этапе хочу сказать, что этот проект, наверное, был для меня самым сложным. Даже когда я строила лодку, у меня было меньше опыта, но у меня был готовый проект, в который я могла заглянуть в конкретный узел или стык и понять, что мне делать дальше. Здесь все сложности были еще даже на предзакупочном, предсборочном этапе, потому что много новой информации, в которую нужно вникнуть, и самой определить, что к чему, какую конструкцию собирать и так далее. На ютубе, конечно, много информации на любую тему, и в том числе про строительство ЧПУ, но нюансов, информации и мнений масса. К примеру, кто-то делает зубчатую рейку, а кто-то ременную передачу. Кто-то делает рельсу, а кто-то круглую направляющую и так далее. И на выбор каждой комплектующей влияет несколько переменных. Габариты станка, задачи, которые планируется, что он будет выполнять, размеры, мощность двигателя и так далее. И опытному технарю, возможно, имеющейся на YouTube информации было бы достаточно, чтобы уже определиться с конструкцией станка. Но для меня эта информация нова, и когда я позвонила в компанию, которая занимается продажей комплектующих для ЧПУ, я озвучила примерно габариты своего станка, какого примерно вида он будет, отправила им фотографию станка прообраза, который я хотела как за образ взять своего станка. На меня посыпалась такая масса уточняющих вопросов, на которые у меня на тот момент не было ответа. И я поняла, что мне потребуется помощь. Помоги мне! И, к счастью, я нашла ее в своем городе. Что же я сделала? Я позвонила по объявлению о ЧПУ «Раскрое», объяснила, что я хочу построить ЧПУ-станок сама, и попросила разрешения приехать в компанию и посмотреть устройство, узлы их станка. И, к моему огромному счастью, ребята не отказали. И я им на самом деле очень благодарна, потому что мне это очень помогло. Я визуал, мне лучше один раз увидеть, а лучше еще и пощупать, чем 100 раз услышать. И после осмотра их станка у меня сложилось уже примерное видение того, что и как я хочу сделать. И когда уже эту более подробную картину я изложила менеджеру компании ЧПУ Технологии, он внес некоторые корректировки и оперативно подобрал мне то, что мне нужно. Но верхом клиентоориентированности компании для меня стал момент, когда менеджер, который занимался моим заказом, даже уйдя в отпуск, продолжил им заниматься и оперативно мне отвечать. Я считаю, что в условиях конкуренции такой сервис – это просто здорово. Так что, ребята, если вам требуется комплектующий для ЧПУ, ссылочка в описании. Конечно же, за время постройки станка мне хотелось бы какие-то моменты более подробно вам показать, где-то более подробно поделиться своим мнением, впечатлениями, эмоциями, но их было столько, что все в одном видео просто не уместить. Поэтому давайте уже переместимся к призам и условиям розыгрыша по поводу 100 тысяч подписчиков. Кстати, что касается подарков. Все мы с вами как минимум несколько раз в год задумываемся о том, что же подарить своим близким. Поэтому хочу поделиться с вами полезной информацией. У моего мужа буквально пару дней назад был день рождения, и я в поиске подарка наткнулась в интернете на один классный сайт и купила ему вот такие вот смарт-часы. Чего в них только нет. Возможность принимать звонки и сообщения из мессенджеров, пульсометр, датчик высоты, GPS-трекер. Короче, разве что в космос не летают. Муж доволен как слон. Кстати, на этом сайте можно выбрать подарок как мужчине, так и женщине, потому что помимо часов там есть и всевозможные украшения, браслеты, бижутерия и так далее. Ссылочка сами знаете где. Итак, переходим непосредственно к розыгрышу. Будет 3 призовых места, которые включают вот такие вот комплекты подарков от компании Makita. В них входит вот такая вот кепка, теплые носочки с шуруповертами, вот такие вот очки в футляре, шикарные перчатки и вот такая пола из плотного хлопка. Условия просты. Вам нужно быть подписанными на YouTube-канал Makita Russia, ссылка в описании, и на мой канал. Подписки ваши обязательно должны быть открыты.
Плюс написать комментарий под этим видео со словами «Хочу приз» и указанием вашей электронной почты либо аккаунта в Instagram. Ну и, конечно же, ждать итогов розыгрыша, которые я озвучу в следующем видео. Желаю всем вам удачи, до скорой встречи и всем чао-какао. Или... Нет, ну кто наградил сейчас. Много всего надо сказать, ничего не забыть, поэтому я... На ютубе, конечно... На ютубе много... В общем, поняли, да?